В этом видео разберем Лакримозу, хаос персонажа, которая специализируется на уроне от эффектов периодического урона и может выступать как основной ДПС в нескольких разных архетипах команд. Лучше всего Лакримоза раскрывается в составах через ожог, нову и дискорд реакции. При этом самым сильным вариантом обычно считается дискорд, поскольку ее пассивные способности позволяют максимально эффективно использовать преимущества этой реакции. Если же выбирать между новой и ожогом, то чаще всего предпочтение отдается именно ожогу. Все дело в том, что значительная часть урона Лакримозы связана с ее способностью периодического урона. А персонажи вроде Сакири способны дополнительно усиливать такой тип урона. Основная механика Лакримозы называется ужас. Это особый дебаф периодического урона, который накладывается практически всеми ее способностями. Ужас наносит хаос урон, может накладываться до 10 стаков и имеет фиксированный шанс критического удара, благодаря чему отлично масштабируется от различных бафов команды. Еще одна важная особенность Лакримозы – наличие двух боевых стоек. Она может свободно переключаться между ближним и дальним режимом боя, прямо во время сражения. Каждый режим имеет свои способности, а грамотное чередование стоек позволяет выжать из персонажа максимум урона. При этом Лакримоза остается достаточно гибким персонажем. Если не хочется играть через сложные оптимизации ротаций, ее вполне можно использовать в той же стойке, которая кажется более удобной для конкретного боя. Также у нее есть необычная механика копирования противников. Лакримоза способна временно записывать внешний вид и одну из способностей некоторых врагов, после чего использовать ее самостоятельно. Это довольно интересная способность для исследования мира и экспериментов, хотя в большинстве боевых сценариев она играет скорее второстепенную роль. Вне боя Лакримоза тоже обладает несколькими полезными особенностями. Она может превращаться в летучую мышь и летать, удерживая кнопку уклонения. Это помогает при исследовании мира, прохождении некоторых маршрутов и перемещении по локациям. Кроме того, Лакримоза приносит дополнительные бонусы в некоторых игровых активностях, включая ограбление банка, и где способна увеличить количество получаемых наград. В целом, Лакримоза это персонаж, которая сочетает высокий постоянный урон, сильную реакцию хаос команд и довольно необычный набор механик. На первый взгляд ее набор способностей может показаться сложным, но после понимания работы ужаса и правильного переключения между стойками, ее геймплей становится достаточно понятным и очень эффективным. Дальше подробно разберем ее оружие, экипировку, команды и оптимальные ротации. Теперь перейдем к выбору оружия для Лакримозы. Лучшей другой для нее считается последняя роза. Это сигнатурное оружие, идеально подходящее под весь ее набор способностей. Дуга дает дополнительные критические характеристики и значительно усиливает основной урон Лакримозы. Ее ужас, эффект и весь хаос дот урон. Главная особенность последней розы заключается в том, что она позволяет стабильно накапливать бонус к крит урону, пока противники получают периодический урон. Поскольку кошмар практически постоянно висит на врагах, Лакримоза без проблем поддерживает максимальную эффективность этой дуги. Пух проворности. Эта дуга дает очень высокий бонус к атаке и дополнительно усиливает общий урон персонажа. По увеличению бонуса атаки она даже способна конкурировать с сигнатурным оружием. Однако эта дуга требует постоянного нахождения Лакримозы на поле боя, поэтому поддерживать максимальную эффективность немного сложнее. Ребяческая фантазия. Оружие дает высокие показатели атаки и дополнительного увеличения хаос урона. Как таково выглядит очень привлекательно, особенно для персонажей, которые наносят большую часть урона именно через хаос урон. Но часть его механик связана с пробитием на противниках. А поскольку Лакримоза не строится вокруг постоянного нанесения урона через пробитие, реализовать весь потенциал этой дуги получится не всегда. Если говорить про более доступные варианты, то есть одна дуга — блестящие дни. Это хорошая ранговая дуга с полезным бонусом к атаке. Однако ее эффективность также связана с пробитием.
Поэтому по эффективности она заметно уступает S-ранг альтернативам. Теперь перейдем к картриджам, модулям и статам лакримозы. Лучший картридж для нее считается Diablo. Этот сет идеально подходит под весь ее набор способностей, потому что одновременно усиливает хаос урон и позволяет игнорировать защиту хаос на врагах. Для лакримозы это особенно важно, поскольку большая часть ее урона поступает от кошмара и других хаос уронов, точнее хаос урона эффектов. Чем меньше сопротивления остается у врага, тем сильнее начинают бить все ее источники урона. Кроме того, полный комплект Diablo раскрывается особенно хорошо в диссонанс командах, где лакримоза без проблем поддерживает максимальный эффект набора. Второй вариант можно рассмотреть Кредо Теней. Этот картридж дает больше бонус атаки после использования навыка и обеспечивает очень стабильный прирост урона без дополнительных условий. Если хороший комплект Diablos еще не собран, Кредо Теней станет отличной альтернативой. Теперь о консоли и модулях. Консоль лакримоза дает плюс 10% хаос урона за каждый установленный модуль типа 3. Поэтому большинство ее сборок используют именно тип 3 модули. При полной сборке можно получить до 40% дополнительного хаос урона, только за счет бонусов консоли, что является огромным приростом для урона персонажа. Вот так вот, собственно, будет выглядеть консоль полностью собранная, ну то есть правильно расставленная. Если вы играете через Diablo, то есть через ее сигнатурный сет, рекомендуется собирать конфигурацию, которая одновременно активирует полный эффект картриджа и позволяет использовать максимальное количество тип 3 модулей. Что касается основных статов, приоритет выглядит следующим образом. Хаос урон, если хотите увеличить урон как таково. Но тогда будете страдать от нехватки критов, в основном крит шанса. И как альтернатива лучше поставить именно крит шанс. Тогда, по крайней мере, критовать будете почаще. А крит урон можно уже будет постараться собрать в доп статах. Если вы играете с ее сигнатурным, точнее сигнатурной дугой, можно еще сильнее смешаться в сторону. Если вы используете ее сигнатурную дугу, последняя роса, можно еще сильнее смещаться в сторону хаос урона, поскольку сама дуга помогает закрывать потребность в критических характеристиках. И, собственно, приоритет статов, сабстатов, это крит шанс, крит урон, общий урон, множитель общего урона и сила атаки. И по возможности можно выбрать цикл интенсивность разрушения. И по возможности еще можно подсобирать интенсивность разрушения. Лакримоза хорошо масштабируется практически от всех атакующих характеристик, но криты и хаос бонус остаются наиболее ценными. Сама вот эта вот характеристика интенсивность разрушения для большинства игроков этот стат будет второстепенный. Однако если у вас есть ее шестой дюб А6, и вы строите геймплей вокруг максимальной частоты запуска ее цикла Эспера, внутреннее заклинание, вот этот дюб называется. Если вы часто будете стараться играть через цикл Эспера, то есть через реакции, его ценность заметно возрастает, и он может конкурировать с обычными атакующими характеристиками. Теперь разберем лучшие дюпы для лакримозы и порядок их прокачки. Первым и самым важным считается приговор закаленного стекла. Этот дюб пробуждения значительно усиливает основную механику лакримозы кошмар. Он не только позволяет ее доту дополнительно снижать максимальное здоровье цели, но и восстанавливать здоровье самой лакримозе, в зависимости от нанесенного периодического урона. Кроме этого, предотвращает снятие кошмара при лечении противника, что делает ее урон намного стабильнее в некоторых боях. Именно поэтому этот дюб считается лучшим первым вложением. Осторожное милосердие. Это пробуждение напрямую увеличивает урон кошмара, поскольку большая часть урона лакримозы строится вокруг построения и поддержания этих стаков. Прирост получается очень заметным как против боссов, так и против обычных противников. Всемогущий повелитель томатов.
Он увеличивает продолжительность кошмара, позволяя дебафу работать дольше, без повторного обновления. Это упрощает ротацию и одновременно повышает общий урон за бой. Расплавленное мороженое. Это пробуждение позволяет активировать весь накопленный урон кошмара после завершения полной серии базовых атак. Благодаря этому Лакримоза получает дополнительный источник бурста урона и заметно усиливает свои стандартные ротации. Утреннее заклинание. Это один из самых интересных дюпов в ее наборе. Он позволяет автоматически использовать вспомогательные умения и запускать соответствующий цикл Эспера даже при недостатке энергии цикла. Однако для полной реализации все еще требуется правильно использовать умение перенаправления, поэтому для большинства игроков это пробуждение больше дает удобства и новый вариант ротации, чем прямой прирост урона. И проснись Пой. Он увеличивает наносимый урон после переключения на Лакримозу через вспомогательное умение. Бонус полезный, но по сравнению с остальными пробуждениями оказывает наименьшее влияние на ее общий ДПС. Поэтому обычно его берут в последнюю очередь. Теперь разберемся с лучшими командами для Лакримозы и персонажей, которые лучше всего раскрывают ее потенциал. Лакримоза прежде всего является персонажем, ориентированным на урон со временем, то есть через дот. Поэтому самый сильный результат она показывает в составах, где команда может усиливать ее кошмар эффект и регулярно активировать хаос реакцию. Самая универсальная и рекомендуемая команда выглядит так: Лакримоза, Сакири, Ханиэль и Дафодил. Эта композиция одновременно работает как через дот команды, так и для диссонанс составов. Сакири здесь является одним из лучших союзников Лакримозы. Она значительно усиливает весь дот урон команды, благодаря чему кошмар начинает наносить гораздо больше урона на протяжении всего боя. Ханиэль обеспечивает стабильный бонус атаки и помогает накапливать нову, что дополнительно усиливает командные реакции. Дафодил отвечает за быстрое пробитие противников и помогает команде активировать диссонанс значительно чаще. Когда диссонанс срабатывает, Лакримоза получает дополнительное бурст окно, которое отлично дополняет ее постоянный дот урон. Если Дафодил нет, еще можно заменить ее на Фадию. Фадия делает команду более безопасной, добавляя выживаемость и при этом продолжает поддерживать дискорд механику, то есть диссонанс цикл Эспера. Еще один сильный вариант выглядит так: Лакримоза плюс Байкан, Сакири и Фадия. Этот состав больше ориентирован на ожог и постоянный периодический урон. Байкан и Лакримоза отлично дополняют друг друга, поскольку оба персонажа получают выгоду от длительных дот эффектов. В результате враги постоянно находятся под несколькими источниками урона одновременно. Если хочется играть через другую реакцию, то есть через колдовство, Лакримоза плюс Сакири плюс Наналя плюс Зеро. В этой команде Лакримоза проводит меньше времени на поле боя и больше выступает как источник кошмара, дот урона и дополнительный хаос эффект урон. Основную работу выполняет Нанали и Зеро, а Лакримоза усиливает общий урон команды за счет своих дебафов и реакций. Также существует еще один вариант через диссонанс. Это Лакримоза, Аурелия, Хатор плюс Ханиэль. Здесь основной урон наносит Аурелия, а Лакримоза выступает как дополнительный источник хаос урона и диссонанс реакции. Такой состав особенно хорошо показывает себя против одиночных целей и боссов. Теперь поговорим о том, как правильно играть за Лакримозу в бою. Несмотря на большое количество механик в описании навыков, ее геймплей сводится к трем основным задачам: поддерживать кошмар на врагах, вовремя использовать навыки и максимально эффективно запускать хаос реакции. Хотя эта система выглядит необычно, в большинстве случаев она играет второстепенную роль и служит скорее дополнительным бонусом, чем основной ротацией. Сам бой обычно начинается с подготовки команды. Если в группе есть персонажи психики или чар, которые способны быстро активировать цикл Эспера, лучше начать именно с него. Это позволит практически сразу подготовить новую ожог или диссонанс реакцию для Лакримозы.
После этого переключаемся на Лакримозу и начинаем накапливать стаки кошмара. Именно кошмар является главным источником ее урона. Каждый новый стак увеличивает общий объем периодического урона, поэтому поддерживать дебаф на цели нужно постоянно. Для этого используем базовые атаки и навык. Только навык становится доступен, его желательно использовать сразу. Он не только наносит урон, но и помогает быстрее накапливать кошмар на противниках. Ультимейт Лакримозы наносит высокий бурст урона и дополнительно усиливает ее урон на противника через кошмар. Именно поэтому желательно использовать его уже после того, как основные дебафы успели накопиться на цели. Не менее важную роль играет хаос реакция. Если вы играете через диссонанс команду, старайтесь как можно чаще поддерживать комбинацию нова и ожог на противниках. Каждый запуск диссонанса не только наносит дополнительный урон, но и позволяет Лакримозе лучше реализовать свои пассивные способности. И ротация, собственно, будет выглядеть таким образом. Бой мы начинаем с саппорта. Активируем его бафы и собираем цикл Эспера. Вот, собственно, собираем цикл Эспера. Как только цикл загружен, переключаемся на эту Лакримозу. Здесь нам нужно атаковать базовыми атаками и насобирать вот эти вот доты на врагах. Проблема тут в том, что они не всегда отображаются на цели, потому не всегда понятно, сколько их есть. Но вообще их нужно 10 насобирать. Если это один босс, например, то это вообще легко, потому что по одной цели намного проще. Используем скилл, то есть, ну, умение. Продолжаем атаковать базовые атаки. Как только мы сделаем 5 базовых атак, можно будет снова умение использовать. Мы его используем, и теперь ульта. И тут вроде бы как... А нет, вот не все умерли. И теперь мы переключаемся на саб ДД или другого ДД, который у нас в команде есть. В моем случае это вот Байкан. Я им через ожог играю. И все, и теперь играем Байканом. Как только, например, скилл у Байкана закончился, чтобы уже зря его не растрачивать бесцельно, как он только закончится, и мы цикл Эспера Байканом собрали, переключаемся на Лакримозу, и чтобы активировать эту реакцию, и теперь снова на саппорта. Я, правда, вот сейчас неправильно использовал умение Сакири. По сути, нужно использовать ее скилл, чтобы врагов в кучу собрать. И продолжать атаковать базовыми атаками и уворачиваться от атак, чтобы собрать цикл Эспера. Вот теперь мы нажимаем ульту и переключаемся на Лакримозу. И все, и тут то же самое. Собираем стаки дебафа на цели, используем скилл один раз. Теперь снова делаем еще 5 базовых атак. И скилл можно будет снова использовать. Используем. Ульта. И опять же на следующего ДД в команде. И все. И так по кругу. Тут все дальше повторяется просто. Вот Сакири берем. А так, используем ее умение, собираем врагов в кучу. Здесь вот уворачиваемся от атака, атакуем обычными атаками, чтобы цикл Эспера насобирать побыстрее. И вот теперь, когда цикл Эспера готов или почти готов, используем ульту. Лакримоза снова, и опять атакуем ей. Используем ее умение. Делаем 5 базовых атак. Ну тут цели померли. Если сделать 5 базовых атак, скилл снова активируется, и его уже можно будет тоже использовать снова.